Подготавливаю маленькую обувь для наших маленьких принцесс. Бахрома готова. Теперь мне нужно укрепить. Точно так же мне нужно спуститься вот с этой стороны, оставить последние 2 петли. Я делаю это очень часто для того, чтобы закруглить пяточку. Я отметила центральные 8 петель. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам летнюю обувь для маленькой девочки. Пинетки небольшие, хорошо гнутся. Они примерно 10 сантиметров. По пяточке они 4, пальчики 5. Задняя часть пинетки до бортика вот до этой части где-то 4,2, 4,3. Самая верхняя точка 7,6, 7,7. Я приступаю. Немного материалов. Буду я вязать пряжи 2 цветов. Вот эта лиловая пряжа, это у меня остаток. Я из этой пряжи уже вязала. У меня на канале есть пинетки, называются Лиза, связанные этой пряжей. Это акрил и нейлон написано. 55% и 45%. Пряжа очень мягкая. В 100 граммах 450 метров. Это значит в 50 граммах 225 метров. Другая белая пряжа. Это будет у меня только мысик связан белой пряжей. Полиакрил. Очень мягкая, приятная. В 50 граммах 180 метров. Эта пряжа толще. Чтобы толщина соответствовала 2 цветам, я добавила для сиреневой шелковую пряжу. Я поделила пряжу на 2 части, на 2 клубка. И связала уже из одного клубка полностью пинетку. Также мне понадобится крючок на 2. Этим крючком я буду вязать полностью всю пинетку. Крючок меньшего размера. Этим крючком я буду поднимать очень тонкие петли и прятать хвостики. Ножницы. Пряжечка. Внутренняя часть пряжки 10 на 15. Вот это внутренняя. Ширина 10 миллиметров. Длина 15 миллиметров. Если нет такой пряжечки, можно сделать на пуговке. 2 вот таких маленьких бусинки. Это обыкновенная бижутерия. Подошва у меня уже связана. Я начинала из 17 воздушных петель. По окончании работы 72 петли. 2 подошвы абсолютно одинаковые. На моем канале есть вязание подошвы. Выбирайте видео, которое вам по душе. Если вам не подходит, можете прийти ко мне со своей подошвой. Одну подошву я уже подготовила. Я приклеила фетровую стельку. И вторая обыкновенная подошва. Теперь приступаю вязать с мини-бортика, с пятки. Крючком ищу середину, намечаю ее, разворачиваю на изнаночную сторону и в рядом стоящую петлю вкалываю крючок, и у меня получается вот такой маленький уголок. Закрепляю. Так как петля очень маленькая, я делаю еще одну воздушную петлю, небольшую. Вторая петля становится первой. Вкалываю в бывшую вторую, она у меня первая, и в рядом стоящую петлю. Получается уголок. Провязываю вместе столбик без накида. Во вторую петлю становится первой, в рядом стоящую петлю провязываю вместе столбик без накида. И так далее. Вторая петля становится первой, в рядом стоящую петлю формирую уголок, провязываю вместе столбик без накида. У меня получается мини-бортик. Петли открытые от подошвы будут в работе, когда я буду привязывать вторую подошву. А здесь у меня ряд, который дает мне возможность уже начинать вязать бортик. Вот так это выглядит с этой стороны. Этот мини-бортик дает возможность вязать изделие под углом 90 градусов. Я провяжу этот ряд, мини-ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Мини-бортик готов. Мне осталась последняя петля. И теперь соединяю соединительной петлей вот этот мой мини-бортик. Закрепляю и приступаю к вывязыванию основного бортика. Мой основной бортик будет состоять всего из 2 рядов столбиками без накида. Значит, соответственно, у меня должно быть 72 петли. Я провяжу 2 ряда самостоятельно столбиками без накида и покажу вам следующий этап работы.
Бортик готов, состоит из 2 рядов. Появились новые элементы, 2 маркера. Я отметила центральные 8 петель. Это у меня вот от маркера до маркера 8 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Я хвостик вывела наверх для того, чтобы впоследствии его ввязать. А вот этот хвостик, с которым мы начинали, я его выведу на другую сторону, чтобы он в процессе спрятался между подошвами. Теперь приступаю к вывязыванию центральной части пинетки. Складываю пинетку наполовину. К этому процессу я отношусь очень серьезно, чтобы маркеры были посередине, между собой параллельны. Итак, начинаю с 8 петель центральных белой пряжей. Также буду вязать столбиками без накида. Первая петля закрепляю. Из этой же петли формирую петлю. Подтягиваю хвостик и провязываю все 8 петель. 7 и 8. Вот разметку я сделала, и теперь маркеры мне пока не нужны. Следующие 2 петли соединительные. Первая петля я делаю свободненько, и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нить перекрывает первую петлю, и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 8 и 9. Первая петля добавилась, уже 9 петель. Завожу крючок с лицевой стороны, вкалываю его вовнутрь пинетки, получается с изнаночной стороны. Подбираю нить. Первая соединительная петля. И таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. И здесь уже видно первая петля и вторая. Мы будем прибавлять, поэтому я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9 и 10. Мне нужно прибавить, чтобы у меня было центральные 20 петель. Я провяжу этот мысик до 20 петель самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я набрала 20 петель, которые мне нужны. Это максимальное количество. И теперь я буду вязать в длину. В длину мне нужно 16 рядов. Если считать парами, то это 8 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. И вот 13 ряд я уже связала. Мне нужно еще несколько рядов. Я буду точно так же вязать, как предыдущие ряды. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и первой нитью пропускаю первую петлю, пропускаю вторую петлю и начинаю вязать с третьей петли. Этим самым я буду продвигаться дальше, увеличивать мысик, но количество петель у меня останется прежним. 19 и 20. С другой стороны точно так же. Все по старой схеме. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Начинаю вязать с третьей петли. Так мне нужно провязать еще несколько рядов, чтобы у меня было 16 рядов высоты. Я провязала почти последний ряд. Это будет заключительный вместе с 2 соединительными петлями. Первая и вторая. Теперь я буду формировать вот эту маленькую бахрому. Делается это очень просто. Первая петля, столбик без накида, 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Вторая, следующая петля. Вкалываю крючок и провязываю соединительной петлей. Набираю 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4. Следующую петлю соединительная и 4 воздушные петли. 2, 3, 4 и так далее. Бахрома готова. Теперь мне нужно укрепить край моего мысика. Петельку я оставила побольше. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И вот последняя петля, которой мы пользовались, вывожу эту петлю на изнанку. И буду обвязывать соединительными петлями кант моего мысика. И тем самым я укреплю мыс для того, чтобы вот эта часть не растягивалась. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы.
Мысик я уже связала, мне осталось только пришить 2 бусинки. Я это сделаю позже, а сейчас я приступаю к вязанию задней части пинетки. Сначала я свяжу 2 укороченных ряда для того, чтобы поднять заднюю часть пинетки. Вот этот уголочек. Начну я это с 6-й петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первая петля закрепляющая. И начинаю полноценные петли провязывать со 2-й петли. Петли на задней части пинетки я не считаю, я ориентируюсь, чтобы у меня с каждой стороны было равное количество петель. Симметрия. Перехожу на другую сторону. И считаю. 2, 4, 6. Вот у меня должно 5 петель остаться. И 6-ю петлю я провяжу соединительной петлей. Вытягиваю петлю и пропускаю через мое вязание. Получается у меня узелок. Сильно затягиваю. Эту петлю не считаю. Пропускаю, начиная со 2-й петли. Следующий укороченный ряд. Делаю протяжечку. Протяжка должна быть свободная. И также 1-ю петлю только соединительную или закрепляющую. И начинаю также вязать столбиками без накида по изнаночной стороне, не довязывая последние 2 петель. Вот я уже на другой стороне. Вытягиваю нить. Отрезаю и прячу этот хвостик. У меня 2 укороченных ряда готовы. Посмотрите, как выглядит. Теперь приступаю к вывязыванию бортика. Бортик у меня будет начинаться с 3-й петли. 1, 2, 3. Вот с этой петли. За полную петлю буду вязать столбиками без накида. Первая закрепляющая. Из этой же петли вывязываю полноценную петлю. Мы дошли до 1-го укороченного ряда. Так как здесь петля неполноценная и ее очень тяжело подобрать, я беру вот как раз из этого ряда. И вот теперь потихоньку начинаю подниматься наверх. Стараюсь одновременно вязать остатки пряжи. И я на вершине. Точно так же мне нужно спуститься вот с этой стороны, оставить последние 2 петли и провязать высоту 8 рядов. Первый ряд я уже начала. Провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала 2 полных ряда, и в 3-м ряду я хочу убавить 1 петлю. Я делаю это очень часто для того, чтобы закруглить пяточку. Сгибаю на половину вязания задней части пинетки и просто пропускаю 1 петлю. Делается это очень просто. Итак, я убавлю в этом ряду петлю и провяжу оставшиеся ряды до 8 рядов. Я провязала 8 рядов в высоту и теперь буду оформлять хлястик. Если я буду вязать справа налево, то я буду дальше продолжать набирать воздушные петли. В этом случае мне нужно набрать 30 воздушных петель. Но так как у меня уже хлястик справа налево связан, то я буду вязать слева направо. Значит, я оставляю вязание открытой с этой стороны, а с другой стороны мне нужно привязать 31 петлю. Закрепляю и начинаю набирать 31 воздушную петлю. 1, 2, 3, 30, 31. Вытягиваю нить и отрезаю. Итак, я набрала нужное мне количество петель на хлястик. Разворачиваюсь вот так. И также продолжаю вязать столбиками без накида. Вязание уже с вывязыванием хлястика. И теперь буду продолжать. Одновременно провязываю хлястик. Он у меня должен состоять из 30 петель уже, так как последняя петля это узелок. И возвращаюсь еще раз. У меня состоит всего из 2 столбиками без накида, не считая воздушных петель. Моя пряжечка очень маленькая, мне достаточно всего 2 рядов столбиками без накида. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я сформировала хлястик на другую сторону, вот на эту сторону закручивается. Теперь мне нужно укрепить край пинетки. Я это буду делать соединительными петлями полностью по всему краю задней части пинетки, для того, чтобы она не растягивалась. Петли должны быть не очень тугими, но и не очень свободными, средненькими. Я обвяжу это самостоятельно, пришью пряжечку и 2 бусинки и покажу вам последний этап работы, как я привязываю вторую подошву.
вот эту с фетром. Пинетка практически готова. Остается последнее у меня задание — привязать вторую подошву вместе с фетровой стелькой. Я ее намечу маркерами и в нескольких местах просто приживулю, чтобы она у меня не бегала. С этой стороны точно так же сделаю. Перед тем, как привязывать подошву, обязательно нужно все хвостики, все, что внутри, убрать. Буду привязывать ее соединительными петлями по лицевой стороне. Захватываю одну петлю и захватываю другую петлю на двух подошвах. Стараюсь, чтобы был захват полных петель от одной подошвы и от другой, чтобы толщина платформы была одинаковая. И вот так, не торопясь, полностью буду привязывать подошву к основному изделию. Я провяжу полностью до конца и покажу, как я закрываю остатки пряжи. Подошва полностью провязана, и ее нужно расправить. Теперь у меня осталось 2 хвостика. Отрезаю нить. Теперь постараюсь, чтобы у меня 2 отрезанных хвостика оказались на одной стороне. Заворачиваю изделие, чтобы мне было видно, куда их вовнутрь вывести. Забираю 2. Делаю узелок, не плотненький такой. А второй уже плотно натягиваю. И распределяю эти хвостики по разным сторонам между подошвой и фетровой прослоечкой. Расправляю пинетку. Все ненужное отрежем. Пока все новое, оно немножко тугое. Расправляю хорошо. Это пинетка, которую мы с вами связали. А вот это готовая, которую я вам показывала на презентацию. Посмотрите, какая аккуратненькая подошва. Очень плотная, она не просвечивает, так как в ней прослойка. Очень удобная, теплая, эластичная. Вот такая симпатичная пара туфелек у меня получилась. Я желаю вам мира, здоровья, гармонии. Вяжите в удовольствие. Если у вас что-то не получилось, получится в следующий раз. До свидания, до следующей встречи.